Всем привет! В очередном коротком ролике поделюсь некоторыми полезными советами, которые и сам использую в своей домашней кулинарии. А прежде чем начать, предлагаю своим новым зрителям подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить как новые советы, так и рецепты приготовления блюд, которых на моем канале сейчас уже больше 150. А еще предлагаю и своим постоянным зрителям, и новичкам написать под этим видео, какие перечисленные ниже советы используете вы в своей кулинарии. И интересен ли вам этот формат видео на моем канале, наряду с кулинарными рецептами. Некоторые из сегодняшних советов я буду сопровождать дополнительными комментариями, так что смотрите ролик до конца. Итак, приступаем. Первый в этом выпуске совет. При разогревании бульона не закрывайте плотно крышку кастрюли. Свободный выход пара предохраняет отвар от помутнения. Второй совет тоже касается бульона. Чтобы бульон был прозрачным, его необходимо варить при медленном кипении. Третий тоже о бульоне. Если нужно использовать бульон для соуса или заливного, не солите его. Четвертый. Не готовьте овощные блюда, особенно супы, впрок. С каждым днем их витаминная ценность снижается. Пятый совет. Лавровый лист и другие специи в овощные супы следует класть в ограниченном количестве или совсем не класть, так как эти супы ароматизируются овощами. Этот совет скорее касается летних супов или зимних, которые приготовлены, смотрите в подсказке вверху, из быстро замороженных на зиму овощей еще в летний или осенний период. У быстро замороженных овощей, равно как и у ягод и фруктов, сохраняется и вкус, и полезные свойства, и ароматы. И тут же шестой совет, обратите на него особое внимание. Перед закладкой в суп коренья и лук рекомендуется обжарить, чтобы во время варки не улетучивались ароматические вещества. Седьмой совет в моих роликах с рецептами первых блюд звучит, наверное, постоянно. Никогда не оставляйте лавровый лист в готовом супе или борще. Борщ тоже разновидность супа, как бы его там не возвеличивали. И еще, толченый чеснок добавляется в самом конце варки. Переходим к мясу. И восьмой совет. Жареная свинина будет более вкусной и подрумяненной, если предварительно сделать на ней несколько глубоких надрезов. В одном из своих рецептов, подсказка на него сейчас всплывет вверху кадра, я как раз и делал такие надрезы, а заодно и закладывал туда чеснок, чтобы, распарившись, он дал свой аромат и вкус. Девятый совет тоже о мясе. Старайтесь не пережаривать мясо, так как слишком длительная тепловая обработка ухудшает его вкус и внешний вид. Отрицательно сказывается на питательных качествах. Зачастую степень поджарки мяса достигается опытом использования вашей плиты или духового шкафа. Приноровившись однажды, вы уже вряд ли промахнетесь. Десятый совет. Чтобы говядина, обжаренная крупным куском, была сочнее, ее сначала обжаривают на сковороде в небольшом количестве жира, с таким расчетом, чтобы на всей поверхности куска образовалась румяная корочка, которая препятствует выделению мясного сока. Затем уже ставят в духовку, где и доводят мясо до готовности. Кстати, у меня есть ролик именно на эту тему. Подсказка сейчас появится тут вверху. Продолжаем про мясо. 11 совет, думаю, общеизвестный, но на всякий случай напомню. Чтобы панировочные сухари образовали золотистую хрустящую корочку, куски мяса или рыбы нужно предварительно смазать взбитым яйцом и лишь после этого обвалять в сухарях. Для того, чтобы получилась двойная корка, например, на рыбном филе, и не потерять собственный сок продукта, его сначала следует обвалять в муке, затем в взбитом яйце и только потом в панировочных сухарях. А если в взбитое яйцо добавить соль, перец и другие подходящие специи, то хрустящая корочка еще и добавит и усилит вкус мяса или рыбы. И на сегодня последний 12 совет.
Особенно касается любителей употребления большого количества соли. Нельзя солить мясо задолго до его тепловой обработки, так как это вызывает преждевременное выделение мясного сока, что снижает вкусовые качества и питательность мяса. Кстати, к этому совету я добавлю свои воспоминания с детства. В те далекие годы, когда отваривали мясо, будь то говядины, баранины, свинины или даже домашней птицы, то бульон солили во время варки чисто символически, а само мясо горячим солили уже после того, как его извлекали из бульона, то есть перед подачей на стол. Вот, пока все. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, если ролик вам понравился, делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.